Когда покупатель приходит проверить бизнес, он приносит с собой список из 100 вопросов, в редких случаях из 400. Эти списки вы можете скачать в интернете, они достаточно известны и плюс-минус одинаковые. Я был по обе стороны от этого списка, и со стороны покупателя, и со стороны продавца. Скажу так, что 93% этого списка – формальность. Ответ на оставшиеся 7 вопросов решает, сделки быть или не быть. Сначала вообще зачем эти 93 вопроса, чтобы не сложилось впечатление, что я предлагаю их выкинуть. На самом деле они выполняют совершенно другую функцию. 93 вопроса проверяют, все ли на месте. Есть ли лицензии, заключены ли договора, сданы ли все отчеты. Но все это должны проверять специалисты, юристы и финансисты. 7 вопросов, о которых я говорю, проверяют, будет ли этот бизнес работать через год после его приобретения. И вот здесь есть как раз неприятная деталь. Длинный список вопросов защищает того, кто его создал. Юрист пришел, финансист пришел, проверили все по списку, поставили галочки и ушли. А через год этот бизнес перестал приносить прибыль. Никто не виноват, потому что все формальности исполнены, а покупатель остался с неликвидным бизнесом. 20 лет я занимался производством и строительством, сейчас я помогаю оформлять и сопровождать такие сделки. В отдельных случаях я участвую сам как партнер. Все 7 вопросов дальше из моей практики, которые я узнал от своих партнеров, наставников или от боли, которая случилась лично со мной. Что произойдет, если владелец уйдет на месяц и почему? Этот вопрос нужно задать среди первых 10 вопросов. И вот типовые ответы на него. Все будет хорошо. Это большая редкость, и, скорее всего, такой бизнес стоит очень дорого и продастся он очень быстро. Все будет нормально. Это самый частый, самый понятный вопрос, на самом деле, в производственной сфере. Если руководитель будет отсутствовать 2, иногда даже и 3 недели, это не сильно скажется, потому что производство – это все-таки инертное предприятие. Все будет хуже, но предприятие выживет. Такое встречается достаточно часто, но с этим можно работать. Многое встанет. Это уже хуже, но с этим можно работать, можно что-то подправить, улучшить, и как раз это хороший звоночек для того, что его можно будет успешно потом перепродать с прибылью. Если же мы слышим ответ, что без меня ничего не работает, и я ключевое звено в этом предприятии, к сожалению, такое встречается достаточно часто, потому что владельцы создают свой бизнес самостоятельно и полностью им руководят самостоятельно, и не задумываются о том, что будут его продавать в будущем. К сожалению, такие бизнесы очень тяжело продаются или не продаются совсем, потому что с уходом владельца уходит и денежный поток. Второй вопрос. Сколько выручки дают 3 ключевых клиента? Попросите составить таблицу и посмотреть на выручку 3 самых крупных клиентов. Если из этой таблицы мы видим, что 3 ключевых клиента дают 50% выручки, это означает, что весь бизнес держится на 3 телефонных номерах, и мультипликатор здесь очень сильно падает. А если больше 80% нам показывают 3 ключевых клиента, то это уже не бизнес, а это подряд. И в случае потери одного из таких клиентов может рухнуть весь бизнес. Следующее. Попросите, чтобы эта таблица была сделана хотя бы на 3 года. Из этого мы будем видеть, как происходит ситуация из года в год. Сохраняются ли эти 3 ключевых клиента из года в год или каждый год приходят новые. Если каждый год приходят новые, будут ли следующие 3 клиента в следующем году, а через год. И это опять же у нас сильно сказывается на мультипликаторе бизнеса. И при этом нужно посмотреть обязательно, кто является ключевым клиентом, насколько у него большая доля в общей выручке. Что произойдет, если уйдет он. А как правило, именно так и происходит. Третий немаловажный вопрос, когда заканчивается договор аренды и на каких условиях он перезаключается. Этот вопрос мы уже частично разбирали в прошлом ролике, но давайте здесь еще раз его озвучим. Спрашивать нужно не есть ли договор, а когда заканчивается, зафиксирована ли ставка или пересматривается, есть ли возможность продления, кто должен подписывать этот договор и на какой срок. Типичная ситуация. Само помещение может принадлежать родственнику или какому-то знакомому, и ставка не поднималась уже несколько лет. То, когда мы станем собственниками, на каких условиях мы сможем взять это помещение в аренду. В идеале получить от собственника гарантийное письмо с подтверждением цифр, срока аренды и стоимости. Из моей личной практики, помимо самого помещения, обязательно нужно проверить, кому принадлежат дороги, подъездные пути и коммуникации, кому принадлежит электричество, вода, канализация, и также пройтись по ним и заключить с ними предварительное соглашение о намерении, что вы хотите приобрести это помещение, производство и какие для вас будут условия в случае заключения договора. Может так случиться, что если стоимость аренды или, например, электричество вырастет в 2 раза, то само производство не будет приносить никакой прибыли, а в некоторых случаях даже может стать убыточным.
Потому что может быть так, что бизнес неплохой, но держится только за счет стоимости аренды и коммуникаций. Четвертый вопрос, и тут будет очень интересный момент. А что из активов принадлежит лично владельцу? Может так оказаться, что машина принадлежит владельцу, или находится в лизинге, или она вообще взята в аренду. Станки и оборудование. Возможно, они тоже находятся в лизинге, возможно, они принадлежат владельцу. Кто является их собственником? Самое важное, как мы обсудили уже в прошлом вопросе, помещение. И вот самое важное, то, о чем забывает большинство. А кому принадлежит доменное имя? А кому принадлежат патенты? А кому принадлежат социальные сети? А кто является владельцем личных кабинетов Google и Yelp? Или номера телефонов? Давайте представим, что основные клиенты звонят лично владельцу на его личный номер телефона. Это означает, что когда приобретается компания, она теряет номер телефона и уже никто не позвонит. Не забудьте про эти вопросы. Как правило, их забывают, особенно патенты очень часто оформлены вообще на другие компании. Это может звучать как мелочь, но потом может испортить жизнь новому владельцу. Пятый вопрос, он больше про людей в компании, нежели про владельца. И звучит он так. Кто в компании знает то, чего не знают другие? Это может быть главный технолог, который держит все технологии у себя в голове. Это может быть сметчик, который только он может правильно все посчитать. Это может быть прораб или главный инженер, которого слушается весь коллектив. Иногда это владелец, но чаще всего нет, особенно на больших производствах. На этот вопрос можно очень хорошо подловить владельца для того, чтобы получить правильный ответ. Задайте ему вопрос, кому вы позвоните в 2 часа ночи, если что-то произойдет. Ответ должен быть мгновенным, потому что владелец всегда знает, кому он позвонит в случае чрезвычайной ситуации на производстве. Сразу нужно выяснить, а что здесь держит этого человека? Зарплата, старый владелец или какие-то другие условия. Обязательно выяснить, сколько ему лет, когда он планирует выйти на пенсию и чего он ожидает дальше. Если такой человек уйдет, а иногда он может быть не один, иногда их может быть 2 и даже 3, то вы покупаете предприятие без человека, который умеет его запускать. Шестой вопрос показательный для предприятия. Когда последний раз проводилась инвентаризация? Если ответ в прошлом году или давно, это очень плохой звоночек. В отчетности, на которую мы смотрим при финансовом анализе, может числиться очень много активов, которые на самом деле невозможно продать, реализовать, и, скорее всего, их хранение стоит дополнительных денег. Все это стоит денег и висит на балансе, но цена этого 0 или даже отрицательная. Как проверить? В идеале приехать на склад или на производство и посмотреть, где на складе максимальное количество пыли. И из этого будет понятно, как давно этот товар не перемещался, как давно он тут лежит и сколько его на самом деле находится на балансе. Еще на что следует обратить внимание, посмотреть из таблиц, что продается хорошо, а что продается плохо. И посмотреть, где это лежит на складе. Если то, что продается плохо, лежит в самом начале, а то, что продается хорошо, лежит где-то в середине или в конце, это плохой показатель для складского персонала. И с ним нужно будет что-то тоже делать. Также нам это даст возможность выяснить того человека, который отвечает за складские остатки, а возможно, как во многих случаях, и за снабжение. Вопрос номер 7, который обязательно нужно задать лично и внимательно посмотреть на его ответ. Почему продаете? В большинстве случаев это будет какая-то заученная фраза или подготовленная фраза. И это будет сразу видно по первым секундам ответа на этот вопрос. Следующий вопрос, независимо от того, что ответит, нужно задать. Почему именно сейчас? Почему не через год, не через 2, не передать родственникам? Задайте следующий подвопрос. А сможете ли вы остаться еще год в управлении? Возможно, именно на этом моменте всплывут какие-то подводные камни, как заканчивается аренда, заканчивается лиз или что-то еще. Конечно, сам по себе ни один из этих ответов не говорит о том, что это плохой или хороший бизнес. Это просто ответы, которые дают вам дополнительную возможность проанализировать ситуацию. И вот мы на финишной прямой. Итог. 93 вопроса помогают нам сделать инвентаризацию. И пускай их задают и юристы, и финансисты. Делают это профессионалы. Оставшиеся 7 вопросов задайте лично. Это поможет вам понять, будет ли работать бизнес через год, а через 5 лет. А в том случае, если вы не покупатель, а продавец, посмотрите внимательно на 7 этих ключевых вопросов. Поверьте, если вы заранее начнете готовиться по ним, то ваше предприятие или ваш бизнес будут стоить гораздо дороже, чем вы себе можете представить. Я подготовлю полный чек-лист и выложу в своих соцсетях на 100 и 400 вопросов. В следующих видео я разберу оставшиеся 5 вопросов, которые мы еще не затронули. И постараюсь ответить на такой вопрос, что если бизнес держится на владельце, то в какой срок это ремонтируется. Всем спасибо, всем пока.